78 тысяч долларов по BTC. Биток просто, который день уже прет и прет. Раз, два, 3, 4, 5 дней подряд просто зеленые елдаки залетают шортистам просто в ротелло. И главный сигнал то, что у нас есть 200 скользящая, вокруг которой происходят вот эти вот все действия. Если мы закрепляемся выше нее, а зачастую, когда мы на объемах выходим и какой-то уровень пробиваем, то это считается истинным пробоем. То тогда, ребятки, можно говорить о том, что, возможно, бычий рынок у нас наконец-таки начался. Но давайте поподробнее в этом видео это все разберем. Перед началом видоса хочу сказать, что у меня есть свой телеграм-канал Bendy Gang, ссылочка на него в описании. Там выходит информация в оперативном варианте, то есть сразу максимально быстро выкладываю посты, какие-то новости, что-то интересное, поэтому подписывайтесь на мою телегу, я думаю, вам будет точно интересно. Погнали! Так что, это у нас дневной график BTC, и мы видим, что после того, как началась медвежка, то есть здесь у нас по факту было подтверждение 13 ноября 2025 года, было подтверждение, что все, мы закрепились ниже 200 скользящей, потом приходили к ней еще раз, и каждый раз получили реакцию. Раз, два, три. И зачастую, чем больше касаний какого-то уровня скользящей, тем выше шанс пробоя. На данный момент мы пробились уже выше, причем на объемах. Но, смотрите, объемы у нас не такие большие, как здесь были на сливах. То есть здесь мы продавали, здесь продавали. И были достаточно большие объемы на продажу. То же самое вот здесь. И текущие объемы на покупку, они не превышают те, которые были на продаже. Текущий рост связан, скорее всего, с тем, опять же, из-за того, что объемы слабые, ликвидация шортистов. Очень много шортистов. Вчера у нас какое 20 число или 19 числа, 20 или 19, точно не помню. Короче, вот этого числа, 20 у нас были ликвидации на 3 миллиарда долларов. Это одни из самых крупных ликвидаций шортистов за все время на крипте. 3 миллиарда долларов просто ликвидировал. Смотрите, когда происходит ликвидация шортистов, принудительно закрывается позиция. То есть позиция шортовая закрывается, идет покупка по рынку. За счет этого толкается цена. И объемов нету, то есть когда ликвидируют фьючерсы, объемы на споте они не заходят, это спотовая цена. И на споте видим, что у нас объемы слабенькие, то есть рост идет за счет фьючерсных контрактов, не за счет спотовых покупок. Когда спотовые покупки есть, они толкают цену, но не так сильно, как фьючерсные ликвидации. И это один из факторов, почему мы растем. Второй фактор — это то, что ФРС объявил, что будет выкупать долгосрочные облигации. С 2 миллиардов до 4 миллиардов они повысили стоимость откупа каждый месяц, и с учетом того, что возможно будет еще повышение откупа. То есть люди думают, что у нас будет заливаться ликвидность, и, соответственно, они за счет этого покупают наперед. За счет этого цена растет. Потом третий фактор, у нас пошли притоки в спотовый BTC ETF. Соответственно, если ETF покупают, то и цена на биток растет, потому что поставщики ETF, фонды, которые предоставляют ETF, они поставляют один к одному биток к вашему ETF. Соответственно, если цена растет, то фонд обязан покупать, и за счет этого цена растет. Это все логично. У нас есть такие три жирных фактора, почему цена растет, но в первую очередь это за ликвидации шортистов. Они каждый раз липнут, каждый раз их ликвидируют, и цена еще растет выше. Когда шортисты закончатся, все начнут лонговать, тогда мы получим коррекцию. И важный фактор еще, знаете что? У нас, кстати, не только биткоин, но и эфириум растет. То есть давно такого роста не было, что прям биток и эфир росли вместе, причем что биток еще сильнее растет эфира. Это удивительно. Но это вот скользящее, это не стопроцентная гарантия. У нас уже были моменты, когда мы прорывались под скользящую, какое-то время торговались, выходили выше и все равно падали. Вот, поэтому здесь тоже у нас несколько месяцев, допустим, мы стояли под скользящей 55 дней и потом прорывались выше. Точно так же здесь, то есть мы выходили за скользящую, в итоге закреплялись выше и росли. То есть это не стопроцентная гарантия, но это подтверждение того, что, возможно, нас ждет что-то большее дальше. Смотрите, допустим, здесь тоже несколько дней, то есть, наверное, около 5 дней, тоже мы, смотрите, 9-10 дней, то есть мы были выше скользящей, по итогу все равно провалились и пошли ниже. Потом здесь мы закрепились, ложный пробой, пошли выше. То есть ложные пробои на несколько дней, месяцев могут быть. Поэтому у нас рано радоваться тому, что бычка началась. Во-первых, мы не обновили этот хай. Этот хай — это будет слом тренда. Сейчас у нас нисходящий тренд, то есть хаи, лои понижаются. Слом тренда — это когда у нас хаи, лои повышаются. Если мы обновляем этот хай, потом ставим чуть ниже предыдущего, то есть не ниже, а выше предыдущего, то есть вот этот лоу здесь, а где-то здесь поставим новый лоу, перекроем, допустим, вот этот имбаланс, ФВГ, и дальше будем расти, это слом тренда, соответственно, у нас начинается восходящий тренд. Слома тренда пока что еще не было, да, мы пробились скользящим, но опять же нужно смотреть на дистанции несколько недель и месяцев. Как раз таки 15 сентября у нас дедлайн по Clarity Act, тому самому закону США, который легализовывает криптовалюту. И закон каждый раз переносит какие-то правки, добавляют, и, короче, никак его не могут принять. И от 15 сентября будет очень много всего зависеть. Поэтому, мне кажется, до 15 сентября будет эта вся жесткая волатильность. И потом, если его опять перенесут, то у нас будет какая-то коррекция. Потому что рынок закладывает то, что, возможно, закон скоро примут. Плюс Трамп настаивает, принимайте закон, мы хотим покупать криптовалюту на баланс США. Белый дом хочет покупать. Но пока что, так как крипта не совсем, скажем так, она легальная в США, но не до конца прописано правило, они не могут это делать, поэтому Трамп настаивает на том, что приняли Clarity Act.
И за счет этого тоже будет очень много все зависеть. Походу мы сейчас на видосе пробьем даже 79. Просто отлетим какими-то нереальными темпами. 78 900, ну я думаю, что 79 будет. То есть вот эта вот зона сейчас, вот основная у нас зона сопротивления, закрепление выше этой зоны. Закрепление, что это значит? Это значит, что мы на дневке торгуемся выше этой зоны. Закрепились, то есть вот проторговались, то есть мы идем как-то, обновляем этот хай, торгуемся здесь вот какое-то время выше этой зоны, это значит закрепление, значит мы можем идти дальше. У нас сопротивление снова здесь встречает, это уже отметка сопротивления на 96, 97, то есть это у нас следующее сопротивление. И вот здесь мы тоже можем получить остановку какую-то и потом дальше расти, если все-таки мы закрепимся. 79 тысяч, поздравляю, мы пробили. Просто 8% роста за день. У нас была медвежка, у нас просто постоянно было только падение, а сейчас наконец-таки рынок дал джазу. Все проснулись, каналы все начали активничать, ну как обычно, в общем-то. Как бы все остальные, те, кто держал, покупал. Опять же, я снимал видос на канале, что 2 недели назад снимал видос на канале, что я покупаю. Я успел только купить MNT, но опять же, цены еще, что покупать, просто сок. Не финансовая рекомендация, только рассказываю, что я делаю. Опять же, MNT, Airo, вот давайте посмотрим MNT. Я давал в прошлом видосе. И посмотрим, что сейчас происходит с MNT-шкой. Видим, что у нас уже цена 0.53, и мы продолжаем расти. Покупал я по 0.40, по 40 центов я покупал где-то вот здесь вот по 40-45. Текущая цена у нас 32% рост на споте. Кто покупал со мной, поздравляю. Можно, если вы брали фьючер, то это прям вкусненько зафиксировать. Здесь я пытался зашортить еще, но у меня была спотовая позиция, и на фьючерсах я думал канал еще зашортить, и если что, докупаться снизу, но мы пробили канал, пошли вверх. Стопы — это нормальная часть в трейдинге. Потом следующий токен, который я бы очень хотел купить, и скорее всего буду уже сегодня прям покупать, сразу после этого видоса, это Airo. То же самое, пытался шортить, получил по лицу. Я тоже как бы человек, тоже получаю стопы, и это абсолютно нормально. Вот, здесь вот как раз таки шортил, удачно зашортил, здесь уже неудачно зашортил. И точно так же, у нас, кстати, мы находимся в восходящем тренде, что тоже подтверждает дальнейший возможный рост. Максимум у нас были там несколько долларов, но это, наверное, не полный график, да, 2,2 доллара. То есть, если с текущей цены, это сколько, 4 икса получается. На изи можно забрать. Вот, поэтому как бы можно покупать. У меня он уже есть, и я бы еще докупил. За последнее время сколько выросли, давайте посмотрим. На 22%, то есть не так сильно выросли, как на MNT, но цена до сих пор в вкусном диапазоне, в зоне накопления, причем в восходящем тренде, объемы еще заходят, и объемы причем на покупку хорошие идут. И это топ-1 DEX на бейсе, они кучу комиссий генерируют, распределяя пользователям, те, кто стейкает токены. Поэтому я Airo тоже буду брать. Airo MNT — это топ-альты на этот бычий рынок, который у нас будет. Потому что уже медвежка, большая часть медвежки прошла, по сути. У нас медвежка длится около года. Уже сколько медвежки прошло? Давайте посмотрим, сколько прошло медвежки. Медвежка у нас началась вот отсюда и до текущих дней 321 день. В году 365 дней. Соответственно, у нас почти вся медвежка уже прошла. Опять же, год плюс-минус, то есть мы можем раньше закончить, можем позже закончить, можем ровно через год начать расти. Опять же, это все лишь вероятности, никто не знает, когда мы точно будем расти. Точно так же здесь я давал сделку, к сожалению, получили стопы. Опять же, в последнее время, кстати, у меня часто стопы вылетают. Если до этого было прям хорошо, такие позиции залетали, то в этом месяце плохо торговал. Бывает такое, у всех трейдеров бывают такие ситуации, когда плохо торговаете, но ничего страшного, как бы главное держать себя в руках, не поддаваться эмоциям. Стопы, опять же, это часть игры, в которую мы играем под названием криптовалюта. Такие мысли на данный момент, опять же, посмотрели на 200-ю скользящую, сказал свои мысли, пока что у нас объемы достаточно слабые на покупку, чисто за счет фьючерсов двигаемся. Зачастую такие движения, когда у нас за счет фьючерсов, они также быстро заканчиваются. То есть мы часто видим вот такие вот импульсы на дневке, а потом это все заканчивается падением. Импульсы на дневке заканчиваются падением. У нас, в принципе, рынок двигается импульс, коррекция, то есть импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция, импульс, коррекция и так далее. Сейчас мы идем в импульсе. Когда закончится этот импульс, неизвестно. Шортить с текущих тоже как бы опасно, потому что, опять же, шортисты налипают, их ликвидируют, и мы опять летим вверх. Поэтому я бы просто ждал каких-то подтверждений. Можно будет попробовать взять лонги от 200-й скользящей. Мы как раз таки пришли к зоне сопротивления, получили реакцию. И вот это 200-й скользящий, то есть примерно от 71-72, можно попробовать взять лонги. Какой-то локальный отскок. Я бы сразу на отскоке фиксировал часть позиции, стоп закидывал без убыток и смотрел дальше. Если пойдем дальше, отлично, у вас будет лонг открыт. Если пойдем ниже, все-таки это ложный пробой, то ничего страшного, вы забрали часть профита и стоп без убыток поставили. Поэтому я бы рассматривал позицию только вот от 200 скользящей, либо вот здесь уже смотрел, если закрепляемся, отойдем выше. Если не закрепляемся, просто пробили, спустились ниже, то туда уже можно смотреть шорты. Такие мысли на данный момент. Если вам интересно, то обязательно подписывайся, буду рассказывать больше полезной информации по крипте. Также телега находится в описании, залетай, там тоже много всего полезного и интересного. Увидимся с вами в следующих видео. Подпишись.